Я сам с удовольствием бы пикал. А Евгений стоял один и постоянно был мной недоволен. Инфлюенсером каким-то стать или что-то такое. Раньше я играл на кэрри позиции. Гений, серый кардинал команды. Всем привет! Это Virtus.pro и Карина Кари. Говорят, ВП не отвечает на комментарии. Врут? Врут. И сегодня мы в этом убедимся. Погнали! Успехи за сезон, если брать конкретный результат, мы не прошли на мажор. Это плохо. То есть результат неудовлетворительный. С другой стороны, не весь буткемп, но часть буткемпа мы провели очень хорошую работу, где нам получилось стать командой на ступеньку выше, чем изначально, которой мы собрались. Поэтому это успех, что мы стали как команда чуть сильнее. Я уже знаю, над чем стоит работать в будущем и куда мы будем, в принципе, развиваться. Идеального рецепта, который прям вот работал бы на все коллективы, наверное, такого в принципе нет. Это можно посмотреть на любую команду, которая выиграла International. То есть у каждой команды есть какая-то определенная, назовем ее, фишка, изюминка. Там, последние чемпионы, кто, Тундра, да. То есть у них есть гений, серый кардинал команды, думаю, это 33-й, который постоянно именно внутри игры, какую-то каждую мелочь, прям ее так всматривается, что-то придумывает, какие-то фишки игры начинает использовать в свою сторону. Есть конкретный исполнитель хороший на нескольких героях, Керриах Скитер, который, в принципе, всю жизнь его критиковали, а тут он раз, и прям сложилось все очень круто, что получилось именно команде внутри Тундры, раскрыть этого игрока на максимум. Поэтому, думаю, у каждой команды это свой рецепт, и не подбирать какой-то созданный рецепт, который уже есть, и под него подгонять игроков. Нужно, наоборот, пытаться что-то создать свое в коллективе, которое в будущем настолько оно сильно раскроется, эти все возможности игроков, где потом это такой станет уже высококачественный продукт, который побеждает на всех турнирах. Да, что сказать. Что-то видим в пабликах, что-то подмечаем, тестим, следим за метой. Ахиля там тоже за героями следит. От этого и строится, грубо говоря, стратегия общая. Рассказываем, как хотим играть с героем, и тестируем это на праках. Я сам с удовольствием бы пикал больше стратегий, идей, драфтов. Скажем так, есть определенные рамки, в которых я работаю. Это конкретно пул моих игроков в команде, плюс конкретно мета и патч. Поэтому, скажем так, подстраиваюсь под реалии, которые есть сейчас в доте. Решает, кого пикать, Ахиллес и Олег Союз Каленбет. Пул героев конкретно нашей команды, я считаю, он не маленький. За 1,5 месяца работы у нас много разных стратегий мы пытались играть и реализовывать. В начале DPC мы пытались как-то так именно играть по одному сценарию. Если кто заметил, мы постоянно старались брать first pick. У нас были, по сути, первая стадия пиков почти всегда одинаковая, похожая, но потом мы это немножко пересмотрели и стали чуть расширеннее играть дальнейшие игры. Поменьше играть в доту чуть-чуть, где-то пойти погулять с друзьями и так далее. А так именно нам важно отдохнуть друг от друга, а не от доты, потому что мы больше устаем друг от друга именно от присутствия на буткемпе. Сижу, играю в волшебников. Да, есть такое, что нам нужно немножечко командой отдохнуть, потому что провели очень много работы, и как только мы отдохнем, мы уже соберемся опять вместе на буткемпе, уже все запланировано, и начнем опять упорно трудиться, тренироваться и добиваться лучших результатов. Саппорт или кэрри, что бы я выбрал для себя? Кэрри, наверное, все равно. Хотя вот сейчас, наверное, саппорт уже бы выбрал. Раньше я играл на кэрри позиции, поэтому все говорят уже за себя. Да? А на оффлейн пересел просто потому, что считал, что оффлейнеров нет в СНГ. Да, у меня как-то все легче, я как-то играл на одном, это оказался суппорт потом, но я так стал на этом играть. Наверное, сейчас конкретно суппорт — это очень важная роль.
И если ты что-то делаешь не так на саппорте в первые 10 минут, это может сломать всю твою последующую игру твоим кором. И именно почему я именно выбрал саппорта, мне просто нравились герои. Когда-то я играл на миде, мне надоело играть на миде, я пересел на керри, потому что мне не нравились герои какие-то в тот момент, и играл на керри, играю до сих пор. Садиться на нее. Волк вообще всех контрит, как бы. Правильно? Да ладно. Хорошо. Лекан контрит Дроу Рейнджер тем, что он хорошо стоит лейн против нее, обдынаивает ее на линии и просто садится на нее, не дает ей играть. Но все зависит от героев. И на одной дровке игра Лекана не заканчивается. Все зависит от 4 энеми героев и от 4 твоих. Это бывает по-разному. Это может быть, как пример, где-нибудь подсмотрю какой-нибудь матч, там где-нибудь играет Европа, Китай или СНГ, еще какой-то другой регион. Один вариант. Второй вариант, мне самому там что-нибудь в голову придет, какая-то идея, муза мне придет, нашептает на ушко, и я что-нибудь придумаю. Либо третий вариант, что-то игроки мне начнут говорить, советовать, предлагать, и тогда я уже так пытаюсь это как-то так где-то собрать воедино и уже корректирую прям такие последние детали уже конкретно. Ну, в последнее время начали готовиться конкретно с Олегом Саюшем. То есть прям уже последнюю точку ставим вместе мы с ним. Да, психолог у нас есть. Мы занимаемся и отдельно, каждый и командно. Командно, когда мы занимаемся, мы больше стараемся тимбилдиться, узнать друг друга поближе. Соло же мы, когда занимаемся психологом, каждый решает свои какие-то проблемы, которые у него есть, которые психолог видит тоже. И на самом деле психолог дает определенный буст, но психолог никогда не зайдет за нас и не выиграет в доту. Да, морально это окей, но иногда может быть, что мораль абсолютно никак не повлияет, если ты уже сделал какое-то плохое действие абсолютно. Да, наверное, нет у нас экспериментов с драфтами, просто каких-то героев тренируем на КВшках, и потом их берем. Прям такого, что экспериментального чего-то прям нет. Ну, тут согласен. Бывает иногда так. Да, Баратрум Единичные пятерка. пики у нас были, когда героев брали без какого-то практиса. Но то скорее вынужденно, либо там герой просто идеально заходил в ситуацию в нашем понимании. Не сказал бы, что мы прям часто экспериментируем. У нас нет такого, что мы вот начинаем играть какую-то официальную игру и такие говорим: ребята, давайте прямо сейчас поэкспериментируем. Нет, такого точно нету. У нас, идет драфт, и у нас начинается, конкретный вопрос, а какой сейчас лучше героя выбрать, какие герои остались. Иногда такие идеи, они, допустим, реально хороши, и потом эти идеи нам помогают и играть еще лучше, если это получится. Нужно всегда в таких играх понимать, то есть, что мы сделали не так с этим героем, что можно было сделать лучше с этим героем. В целом, я не вижу в этом какой-то большой проблемы. Ну, мне кажется, медиа нужно, чтобы как-то развивать свои соцсети. Это потом поможет и в будущем. Если именно как-то отклоняться от киберспорта и так далее, там можно инфлюенсером каким-то стать или что-то такое. Плюс, организация получает спонсорские контракты более крупные из-за того, что у них больше медиа личностей. Мы разъехались по домам после DPC, вот что случилось. Потому что, думаю, на буткемпе работа более идет, скажем так, лучше. Каждый больше заряжен, наверное, работать, а домой мы приехали. То есть у нас не было прям таких, скажем, выходных, чтобы мы могли переключиться на этот турнир, отдохнуть как-то. И просто, очень плохо выступили. Ну и то плохо. В группе мы там еще нормально, плюс-минус поиграли. А потом в плей-оффе все игры по 20 минут кончились, в принципе. Скажем, все началось с матча с Драксайд, я бы так сказал. С Ареда Тандерс там больше закидончики были, а матч с Драксайд уже все безыдейная игра пошла. Я жду, чтобы я мог ходить и бить лес, а Евгений стоял один и постоянно был мной недоволен, что я хожу и занимаюсь чем-то непонятным. Нет, почему? Я буду доволен. Я с тобой в лес просто пойду и все. У нас будет 2 лесника. Ты будешь крипа добивать уже, и тут я подойду. В общем, мы ждем лесника. Как бы это не поменяло игру полностью, но мы ждем его. Я думаю, в доте все очень
рандомно, случайно. То есть, вот, да, пример игры Bad Boom и Darkside. То есть, в целом, команда, да, Bad Boom, кажется, намного сильнее, круче и лучше, а Darkside, у них там вообще все пошло не очень, да, и как бы слабее. Но, опять же, в реалиях там, да, конкретной карты игры так сложилось, что где-то Bad Boom плохо сыграли на линиях, плохо выбрали героев, как-то там плохо подрались, не проснулись, а Darkside, наоборот, как-то сыграли лучше, сфокусированнее. И уже получается, что на конкретной карте игра идет очень долго, на равных, и уже непонятно, кто выиграет. Поэтому в целом, думаю, тут множество факторов влияет, и тут так предсказать прям все заранее, это очень трудно. Пацаны, спасибо. Пацаны, не только пацаны, и девушки. Спасибо, что поддерживаете нас как команду, лично каждого. Мы вам очень благодарны. Скажу так, отблагодарим результатами. Привет, Настене и фанаты. Спасибо за поддержку. Привет, Настене. Спасибо за добрые слова. Я в целом слежу за комментариями наших фанатов, читаю на разных ресурсах, что вы пишете, что вы советуете нам. Есть люди, которые действительно подмечают старания и развитие коллектива, поэтому вам за это я говорю большое спасибо. Болейте за нас, мы стараемся. Я надеюсь, я в принципе уверен, что у нас будет дальше только лучше. Надеюсь, что мы будем радовать нашей игрой. Болейте за ВП.